Всем привет! Ну что, у нас наконец-то началась весна, у нас наконец-то тепло, светит солнце вот уже который день. Я сегодня решила поехать погулять пораньше, потому что и вчера, и позавчера я выходила из дома слишком поздно, уже под вечер, и солнца уже тогда практически не было. Я расстраивалась из-за этого, потому что не заставала самый пик вот этого тепла солнечного. Поэтому сегодня я решила выехать пораньше и поехать гулять днем, а все свои дела сделать вечером, если у меня, конечно, будут на это силы. Я уже прошлась по парку Зарядье, но там было очень много людей, поэтому я оттуда быстро ушла. На Красную площадь я тоже не пойду, потому что я увидела, что там тоже довольно-таки много людей. Я сейчас пойду по мосту, перейду реку и попаду, неважно, куда я попаду, я вам все покажу. Вообще, надо бы уже подумать о том, где мне поесть, потому что я проголодалась. Я завтракала, наверное, часов в 11, и завтракала я творогом, что нетипично для меня, для моего завтрака. А сейчас уже почти 4 часа, поэтому я проголодалась, и мне бы хотелось съесть чего-нибудь вкусненького. Но пока у меня нет идей, чего и где. Вот это место сзади у меня ассоциируется с тем, как я здесь снимала видео для своего итальянского курса. И выбрала это место не случайно, потому что здесь на тот момент стояла скульптура глина, сейчас это не глина, это уже что-то другое, которая, если я не ошибаюсь, и если это была достоверная информация, была привезена из Флоренции. И напротив вот этого Дома культуры находится итальянское посольство. И вот я напротив этого итальянского посольства снимала видео для своих сокурсников. Это было 4 года назад, наверное. Я помню, что это была теплая осень. Вот примерно как сейчас такая теплая весна, такая была осень, последние денечки. И я записывала здесь видео. Я, кстати, поела, поэтому я могу со спокойной душой гулять дальше. Очень давно уже хочу сходить вот сюда, в этот Дом культуры. Там, оказывается, есть даже места, где можно посидеть, поработать или просто отдохнуть, или посмотреть что-то интересное, что конкретно интересного там есть. Я не знаю, но я уже давно хочу это выяснить. К сожалению, вспоминаю я об этом только тогда, когда оказываюсь рядом с ним. И вот если туда зайти, там еще есть вход вот в этот сад. И попасть можно только сюда, можно попасть только если зайти вот в это здание. То есть зайти с той стороны, выйти откуда-то отсюда. Это я предполагаю, я не уверена, я там не была. Вот. И там есть тоже какие-то дорожки прикольные. Можно погулять, походить. Все в березках высажено. И есть вот такой вот мостик. По нему тоже можно пройтись. В общем, надо мне как-то туда дойти, добраться. Какие березки красивые. Уже вот-вот распустятся, позеленеют. Это уже такое время, когда лучи солнца ловить очень тяжело. Потому что вот
Вот здесь оно еще есть по этой стороне, а вот здесь его уже нету. А я хотела пойти вот здесь, чтобы потом перейти по мосту туда и пойти дальше там. Наверное, я так и сделаю. Но мне не очень хочется идти по тени, потому что здесь еще ветер такой сильный, и не очень приятно по нему ходить. Ну ладно. Вот здесь солнышко есть. Здесь мне нравится больше. Оно просто так пригревает тепло. Прям тепло становится. А когда солнца нету, больше ощущается ветер. Тут везде еще что-то делают, сверлят, шумят. Ни минуты покоя от этих реставраций. Вот, здесь уже другое дело. Я вот все никак не могу привыкнуть к тому, что уже темнеет намного позже, чем темнело зимой. Сейчас 5 часов. Да, где-то 5 часов. И на улице еще очень светло. То есть, если зимой вот настолько светло было часа в 3, наверное, а к 4 уже темнело, то сейчас темнеет уже к 7 примерно. Здорово. Здорово и непривычно. И немножко это мешает в том смысле, что кажется, что прошло намного меньше времени с того момента, как я проснулась, а на самом деле уже вечер. И уже скоро снова спать. А вот здесь прям еще зима-зима. Неизвестно, когда здесь растает снег. Птички как поют. Мне уже хочется, чтобы поскорее открылся, как это называется, сезон велосипедов, велосипедный сезон, чтобы можно было кататься на велосипедах. А у меня своего велосипеда нету, поэтому если я и катаюсь, то на городских. А городские достают, наверное, когда потеплеет. Может быть, в апреле. То есть не когда вот как сейчас потеплело и, возможно, потом еще похолодает, а когда уже окончательно потеплеет и достанут все велосипеды, и можно будет на них кататься. Вот этого я уже не дождусь. Я, кстати, как-то снимала, как я катаюсь на этих велосипедах, но мне некуда было вставить это видео, поэтому я вам его не показывала. Если я его найду, я его вставлю где-нибудь здесь. Тогда я каталась осенью, это была золотая осень, теплая, что даже можно было еще в шортах ходить. И я тогда очень успешно закрыла сезон. А еще я, получается, очень удачно закрыла сезон коньков, сама того не подозревая. Потому что то был, наверное, один из первых, если не первый день, когда вышло солнце. И после этого все становилось теплее, теплее, теплее. И вот, наверное, на этих выходных я бы уже туда не поехала. Хотя, может быть, и поехала бы, но весна у меня как-то не ассоциируется с коньками. Даже когда я там была, это было 7 марта, да, вроде бы это было 7 марта, и мне уже тогда казалось, что елка, которая стоит там по центру катка, она уже была неуместна, потому что уже же весна, какая елка. Ну вот, пожалуйста, здесь еще Новый год. Красиво. Но думаю, что уже пора это все убирать. Ставить какие-нибудь пасхальные яйца. Посмотрите, какие чудесные часики мне подарила моя подруга. Видно? Они это колечко, но это часики. И там время идет по-настоящему. Я его настроила. И это так удобно, что не надо доставать телефон, или если есть часы на запястье, особенно когда верхняя одежда, которую надо постоянно поддергивать, чтобы посмотреть, сколько времени. Вот.
А на пальчик так хоп, посмотрел, и знаешь, что сейчас без 26. Такой чудесный закат, что самое время сказать, что я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Так как наступила весна, я думаю, что таких видео теперь будет больше, потому что я буду стараться ходить гулять как можно чаще и заниматься какими-нибудь активностями. И что-нибудь из этого буду вам показывать. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!